Привет всем! Вы на канале Ангелы Таро. Сегодня я вам предлагаю расклад, который будет называться, «Хочет ли он быть с вами?». Давайте посмотрим. Позиция будет одна. Смотрите сигнификацию вашей и вашего партнера. Мне будут помогать колоды «Золоченое Таро» и «Колесо года». И давайте приступать. Представляем партнера перед собой, задумываемся и смотрим. Сигнификация. Сначала смотрим вашу сигнификацию. Кто перед нами, кто пришел на расклад. Итак, смотрим. Так, сейчас вы в одиночестве. Вы ушли в одиночество. Вы решили взять паузу, подумать, осмыслить ваши события, всю свою жизнь. Пока что вы находитесь одни. Это девушки, которые пришли ко мне на расклад. Дальше. Очень солнечные, очень теплые девушки, женщины. Действительно добрые. Доброта — это прям заложена в вас от природы. Вы действительно ищете человека, который будет вашей родной душой, родственной душой. Также вы можете, конечно, хотеть быть и в центре внимания. Об этом тоже говорит Солнце. Присутствует в вас здоровый эгоизм, скажем так, да. Вы действительно уже стали немножко эгоистичной, скорее всего, вас заставила жизнь стать такой, и это здорово. Если, конечно, это здоровый эгоизм, да, это здорово. Давайте еще посмотрим, кто пришел к нам на расклад, ко мне на расклад. Девятка мечей, карта девятка мечей, да, вы много пережили. Действительно, здесь девушки, женщины непростые, у которых есть прошлое, которые претерпели предательство, возможно, боль в жизни, разочарование. Особенно по вечерам, возможно, все это накатывает вновь, да. Вы действительно, скажем, переживаете, обдумываете все, что вы прошли когда-то. Особенно в отношениях, особенно со стороны близких людей. Уже много страхов, не хотите ошибиться снова, не хотите попасть в ту же ситуацию. Давайте посмотрим еще определение, кто пришел к нам. О, королева жезлов. Королева жезлов, конечно, в любом возрасте, в каком бы вы ни были, девушка вы или женщина, вы всегда привлекательная, вы сексапильная. Действительно, мужчины обращают на вас внимание. И это здорово. Здесь девушки решительные, активные, также хотят достичь каких-то результатов в карьере, карьеристки. Но в целом здесь действительно должны быть очень привлекательные женщины. Действительно, женщины, которые оставляют след в жизни каждого мужчины. И мужчина смотрит след такой женщины. Давайте посмотрим последнюю карту определения, да. Здесь карта повешенная. Повешенная карта говорит о том, что здесь сейчас вы в такой ситуации, в таком периоде времени, что не хотите торопиться. Вы действительно пока что не знаете, куда идти, в какие отношения идти. Хотите ли вы быть с этим человеком, допустим, если вы смотрите в отношении именно вот этого человека. И вообще в жизни, скажем так, пока что приняли позицию не торопиться, переждать, пересмотреть что-то. Здесь человек действительно долгое время проигрывал роль жертвы, роль, скажем так, человек с большим терпением, терпел многое, выносил, хотел сделать все как лучше, поэтому, скорее всего, уступал. Уступчивость здесь по этой карте может проигрываться.
а также игнорирование своих потребностей, игнорирование своего, допустим, желания. Поэтому здесь девушки проходят действительно период переосмотрения своих целей, своего характера, своих ценностей, а также пересмотрения отношений с этим партнером. Давайте посмотрим сигнификацию вашего партнера, на которого вы смотрите. Кто к нам пришел на гадание? Сигнификация вашего партнера. Итак, король Пентаклей. Человек, для которого материальная сторона жизни, финансы – это не последнее, не на последнем месте в жизни. Также этот человек может быть вашим мужем или гражданским мужем. Во всяком случае, здесь я вижу человека, который настроен действительно на серьезные отношения с вами. Или у вас были серьезные отношения с вами вплоть до брака. Вы можете также быть и замужем за этим человеком. Но на данный момент что-то у вас происходит действительно, раз вы смотрите этот расклад. Этот человек считает, что вы действительно ему по жизни, скажем так, вы кармическая для него женщина. Также он может переживать в этот момент ситуацию, в которой он понимает очень многое, скажем так. Здесь для него проясняется смысл жизни, смысл всего того, что было между вами также. И он понимает, что вы действительно не просто так вошли в его жизнь, скажем так. Здесь у него наступает прояснение. Для вас он также кармический партнер. Девятка Пентаклей. О чем эта карта может говорить? Сейчас ему не так уж и плохо одному. У него есть деньги, скорее всего, для существования. Здесь я вижу, человек пока что его как бы устраивает даже такая ситуация, если вы не вместе, допустим, да. Если вместе, тоже его это может устраивать. Вообще человек здесь настроен, скажем, в основном на благополучие. На благополучие в любом случае, пока что ему здесь хорошо и хватает денег, и его устраивает эта ситуация. Допустим, вместе вы сейчас или нет, но здесь человек прежде всего как бы направлен на свое именно благополучие. Какие-то в жизни сейчас у него ограничения, или ограничения по отношению к вам, или вообще в жизни он зашел в тупик, скажем так. Здесь сочетание двух вот этих карт, скажем, действительно прилетела, может быть, обратка. Он получает то, что он сделал, и сейчас расхлебывает ситуацию. Поэтому здесь по восьмерке мечей действительно человек может быть в тупике. Может, вы его заблокировали, может быть, он не может до вас достучаться. Верховная жрица, о чем это говорит? В данный момент ваш партнер может просто залечь на дно, скажем так, да, решил понаблюдать за ситуацией, не вмешиваться и говорит: поживем увидим, поживем увидим, он как бы затаился. Вы действительно здесь можете быть на расстоянии сейчас. Здесь карта звезда. Здесь была поставлена точка, скажем. Если вы даже вместе, скажем так, у вас какое-то охлаждение, психологическое расстояние в ваших отношениях. Ну вот характеристика у человека такая, что сейчас он расхлебывает то, что натворил. Это может быть ваш потенциальный муж или гражданский муж. Здесь человек непростой для вас, он все-таки весомый. Поэтому здесь такая характеристика. Смотрите, девочки, если подходит описание, да, то это ваш вариант. Смотрите расклад, если нет, то это не ваш расклад. Давайте смотреть все-таки, а хочет ли он быть с вами.
Здесь действительно у многих может проиграться ситуация, что это семья, вы семья, это ваш муж. Все-таки карта десятка пентаклей, карта справедливость говорит об этом. Здесь у некоторых может проиграться и суд, состоялся развод, допустим, да. Здесь паш мечей показывает неприятный опыт, неприятный случай, неприятный промежуток времени вы прожили в ваших отношениях. Возможно, человек даже мог вас очень сильно оскорблять. По пажу мечей действительно не очень хорошие по отношению к вам может быть отношения. Может за вами шпионить, наблюдать. Также опускать вашу самооценку по этой карте. Поэтому, ну что я могу сказать здесь? Смотрим, опять карта нам показывает прошлое, что произошло в ваших отношениях. Все-таки человек не очень хорошо к вам проявлялся. Поэтому у многих здесь проиграется как семейные отношения или гражданский брак, или официальный брак. У многих здесь может быть и развод происходить. Но ситуация, что бы там ни случилось, вы правы в том, что сейчас вы так к нему относитесь, потому что человек к вам проявлялся, еще раз повторяю, не очень хорошо. Он не глупый, он далеко не глупый, остро на слова, скажем так, иногда по отношению к вам не подбирает выражения, скажем, рубит с плеча, может наговорить что угодно, но сам по себе человек довольно-таки развито у него мышление. А почему он так к вам относится? Давайте посмотрим, относился вернее. Здесь я вижу человек, конечно, несколько эгоистичный, да, хочет всегда быть в центре внимания, эгоизм зашкаливает. Здесь, скажем так, он сначала может сказать, а потом подумать. Здесь именно проигрывается такой человек. Во-вторых, он как бы не очень к вам относился серьезно, понимаете? Здесь тройка кубков, как бы поверхностное такое отношение. Если даже вы жили вместе, скажем так, он не воспринимал серьезно ваш брак. Несерьезно, как бы вот просто так был закрытый в отношениях, грубоватый, прогибал ситуацию под себя, скажем, эгоистичный такой человек, действительно, который серьезно вас не воспринимал. А почему он серьезно вас не воспринимал, еще раз? Ему тяжело вас серьезно воспринимать, да, тогда у него рушится все представление, возможно, о жизни стереотипное и о его поведении. Здесь человек действительно привык так действовать, он, скажем так, особо женщин никого не уважает. Здесь выбирает он женщин, конечно, красивых, сексапильных, потому что он сам по натуре рыцарь жезлов, это человек, который... Конечно, настроен прежде всего на сексуальные отношения, прежде всего на интим его интересует, даже в браке. Это прежде всего интим, а потом уже все остальное. Легкое такое отношение к женщине. Он воспринимает потребительски женщину. Ты для меня вот должна все делать и еще быть прекрасной в постели. Таких женщин он выбирает, и по всей вероятности вы именно такая женщина. Потому что на вас, да, королева жезлов опять выпадает, а он король, он рыцарь жезлов, так что вы как бы подходите друг к другу, да, здесь совместимость хорошая, к тому же опять здесь паш мечей, да, этот человек по натуре именно такой, немножко дерзкий, немножко плохой мальчик. Он так воспитан, это его поведение, это стереотипное поведение его, от которого ему, конечно, отказаться очень трудно. Ну, давайте посмотрим сейчас, что происходит в ваших отношениях и что у него происходит в данный момент. Мы увидели, что было раньше, что было в вашу историю. Немного посмотрели, что сейчас у него происходит. Умеренность и король жезлов, паж жезлов.
Все-таки жезловые карты, да, в основном здесь я вижу сейчас умеренность отношений как бы у вас сейчас не развиваются, скорее всего. Здесь можете вы быть на расстоянии, действительно, кто-то даже может уже не жить вместе, а если и живете, скажем, отношения как бы у вас приостановились, не развиваются, что он сейчас делает? Он, скорее всего, сейчас строит из себя героя-любовника, ищет там всякие приключения, да, знакомится, общается, скажем так. В данный момент, раз у вас ничего нет, он отправился в поиски покорения женщин, скажем так, да. Здесь действительно человек может закрываться от вас, потому что он считает, что, несмотря на то, что он понимает, что получил по заслугам, и вы как бы отвернулись от него, да, я вижу, он все равно закрывается, он все равно настаивает на своем, он пытается искать там увлечения какие-то, да, отношения, в которых все-таки получал бы он, скажем так, какую-то долю внимания, любовь, чувства, интим. Сейчас он, скажем, проигрывает роль колесничего. Он может знакомиться быстро выходить из отношений. Такой герой-любовник, скажем, бабник. Что у него вот на данный момент происходит? Решил погулять, скажем, отправиться в какие-то там знакомства, впечатления, скажем, не заморачивается. Сейчас пока что у него происходит то, что он должен пройти, по идее, чтобы понять, кто вы были для него. Как бы кармический урок он свой проходит. Он должен стать сейчас императором. Он все-таки должен понять, что он муж, допустим, если вы действительно в паре, в семейной паре. Он должен взять на себя ответственность. Из рыцаря жезлов он должен превратиться вот именно в ответственного человека. И этот период ему нужен для того, чтобы он знакомился, оторвался на всю катушку, скажем так, да, то, что ему не хватало, нагуляться. В народе говорят вот одно слово, нагуляться он должен, да, чтобы признать, что вы его главная женщина, что вы императрица, а он ваш муж, в итоге понять, что вы действительно созданы друг для друга, вы семья. Поэтому на данный момент происходит вот эта его ситуация такая в его жизни. Давайте посмотрим все-таки, а что будет дальше? Хочет ли он быть все-таки с вами по итогу? По итогу он, конечно, бы хотел быть с вами, также быть вашим мужем. Хотел, если у вас брак, допустим, да, он хотел сохранить брак ваш официальный. Если вы не в браке, он будет планировать все-таки уже об создать официальные отношения с вами, быть вашим мужем. На ближайшее время, конечно, он планирует с вами общаться. Здесь по-прежнему пока что как бы конфликтная ситуация. Ваш партнер не намерен пока что полностью соответствовать вашим желаниям и вашим запросам. Да, я вижу здесь действительно отстаивание пока что своих позиций, своего желания. Но одно то, что он все-таки хочет быть с вами. Он хочет серьезных отношений. Он хочет сохранить брак, если у вас есть брак. Если нет брака, он хочет действительно стать вашим законным мужем. На ближайшее время, да, здесь будет и общение, но также, еще раз повторяю, все-таки человек здесь не намерен полностью соответствовать вашим требованиям. Все-таки у него остается доля эгоизма.
Я хочу быть таким, какой я есть, люби меня таким, какой я есть. А также здесь может быть ситуация такая, что он ради ребенка хочет быть с вами. Карта Солнца показывает ребенка. Здесь у него мысли такие. Оставаться в браке с вами, допустим, но также быть на расстоянии, на каком-то определенном. Брак, скажем, пусть остается, да, но как бы я хочу быть сам по себе. Если, допустим, и официальный брак, жить вместе, это значит свою автономию сохранять. Не как бы своя территория, своя автономия, да, чтобы вы как бы особо не сливались с ним. Если и второй вариант, даже пусть остается брак, у него желание такое, но быть на расстоянии. Быть на расстоянии, потому что здесь, скажем так, я вижу, у него к вам привязка есть и сильное желание, но при этом человек не хочет слития, он хочет жить пока что своей жизнью. Поэтому здесь, несмотря на то, что есть привязка, есть и чувства, я вижу, пока что вот ситуация такая, двойственная. Да, я хочу эту женщину, да, я хочу сохранить брак, если у вас есть брак. Даже он может даже предложить вам жениться, но на тех условиях, чтобы вы как бы оставили его в покое, не сливались с ним окончательно. Отношения, опять скажем так, каждый может быть здесь сам по себе, но возобновление отношений, общения он бы хотел. Двойственное, очень двойственное желание, да, кто, девочки, я вот лично как бы, мне трудно понять, да, по ситуации смотрите сами. Вроде бы и вместе, и вроде бы и порой как получается, да. Вроде бы я и хочу тебя, и в то же время я хочу свою свободу, свою автономию, да. Смотрите, если кто-то понял, да, свою ситуацию, знаете, имейте в виду, что человек, да, хочет быть с вами, но на своих условиях. Вот такие странные условия. Вроде бы и вместе, и вроде бы порознь. Понимаете? Если вы, конечно, согласны, да, с этим, я вижу, все-таки это кармические у вас отношения, да, смотрите сами, если вы согласны, человек вот на таких условиях хочет быть с вами. Здесь по-прежнему остается какой-то конфликт в ваших отношениях. Понимаете, здесь я вижу, человек по-прежнему будет отстаивать свои мысли, свои права. Очень, скажем так, тяжело будет вам с ним, сразу говорю, да, потому что здесь действительно человек привык всегда жить по своим правилам, он всегда хочет быть победителем, все должны действительно как бы подчиняться ему. Поэтому смотрите сами, союз возможен, да, он хочет быть с вами, он хочет общения, но на своих условиях. В общем, как бы так вот, смотрите сами, да, дорогие девушки, женщины. Я лично сделала расклад, вот, и сама как бы не очень поняла этого человека. Вы, наверное, лучше знаете его, да. Вы как бы, наверное, понимаете его лучше. Если это ваш расклад и ваш человек, смотрите сами, думайте сами, как говорится. А с вами была я, Ангел Таро. Желаю вам всего хорошего. Благодарю за просмотр, за комментарии, за лайки.